Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня у нас очень необычное гадание. Вам нужно будет подумать о любимом человеке, и вы получите от него сообщение для вас от карт Таро. Да, через карты Таро они будут вашими проводниками. Использовать я буду колоду Таро «Ночные стражи». У нас с вами будет 4 позиции, то есть 4 сообщения от любимого человека, да? От любимых человеков. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, сообщение от любимого. Вам нужно представить очень ярко перед собой вашего любимого человека. И мы с вами сейчас достанем сначала 4 позиции, 4 карты. Это состояние ваших отношений на сегодняшний день. То есть мы посмотрим карту «Идентификатор». Да? Эта карта будет описывать, что сейчас у вас происходит. Вы по ней будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Вот, то есть примерный, как сказать, аркан отношений, да, мы посмотрим. И дальше мы с вами будем уже дополнять, то есть что человек к вам сегодня чувствует, как он к вам относится, и сообщение от него. Вот, что он хочет вам сказать, передать, да, вот какую информацию, может быть, там, о себе, или откровение какое-то, или выразить свои чувства. Мы это обязательно с вами все посмотрим. Итак, у нас сегодня обозначение — это сердечки. Да? Первая позиция — желтое сердечко. Вторая позиция — красное сердечко. Третья позиция — оранжевое. И четвертая позиция — голубое сердечко. С Демиткиным волосом. Голубое сердечко. Вот. Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Можно загадывать несколько позиций, можно загадывать несколько человек. Ну, конечно, чаще всего любимый человек один, но в жизни всякое бывает, насколько я вот смотрю уже у людей, да, на каких-то индивидуальных встречах, консультациях. Ну, вот так вот бывает в жизни. Вот. Поэтому сейчас выбирайте. Главное, представьте перед собой, вот будто бы этот человек рядом с вами стоит, даже если вы давно не виделись. Или даже если вы вместе, ну, тогда посмотрите на него, да. То есть все очень просто и легко. Нужно включить либо воображение, либо посмотреть на человека. Сосредоточились, выбираю наши карты с позициями, да. Итак, первая позиция — состояние ваших отношений на сегодняшний день. Какое оно, да. Итак, ну, здесь у нас паж пентаклей. На самом деле эта карта показывает осьминога, который может одновременно выполнять своими щупальцами множество функций. То есть и в вашей жизни эти отношения, они выполняют множество функций, понимаете? Здесь совершенно точно такое чувство по этой карте всегда, что человек вроде как вас заинтересован, а вы в нем. Есть в этих отношениях большой смысл, и отношения выполняют разные роли, так скажем, в вашей жизни. Там, допустим, энергетическую роль, взаимосвязь, да, роль взаимосвязи между вами и кем-то еще, то есть какая-то там любовь, чувство, теплота, забота, человеческие, да, вот эти факторы. Потом материальный фактор может быть и так далее. То есть это всяческие функции. И получается, что в этих отношениях вам часто приходится исполнять разные роли. Ну, там, например, не знаю, роль жены, роль подруги, роль сестры, роль матери, если вы женщина. Если вы мужчина, роль отца, роль мужа, роль любовника, роль брата. Понимаете? В каждых отношениях мы эти функции выполняем. То есть нет такого, чтобы эти были отношения, и один тип у них, и никогда бы вы эту роль не подменяли. Чаще всего в отношениях именно есть много разных ролей, которые мы исполняем периодически. Вот, допустим, у меня есть муж, да,
Это же не значит, что я всегда исполняю только роль жены. В какой-то момент я могу исполнить роль врача, например. Ну, если будут ему коленку перевязывать, там, да, если он взял там, споткнулся, я буду исполнять уже не роль жены, правда? Я буду исполнять роль там врача или медсестры. Или даю ему таблетку, и особенно если я ее сама взяла и еще и назначила. То есть кто я для него? Там, да, врач, получается. Ну, вот у вас также. Если вы, допустим, взяли и там пообщались с вашим партнером по душам, да, на какую-то там очень теплую тему, он там с вами поделился о своем прошлом, о своих психологических травмах от родителей, о переживаниях, то вы кто? Вы не просто жена, или там вы не просто подруга жизни, да, вы еще и друг, который, ну, вот как сказать, поддержка такая. Так выходит. И, соответственно, вот он паж пентаклей, то есть у вас вот такие отношения. Это очень серьезные отношения. Они никогда не бывают, ну, вот просто так, да, у людей, которые ничего друг для друга не значат. Они бывают у людей, которые значат друг для друга абсолютно все. Правильно же? Естественно, такой осьминог, когда он выпадает, он говорит не просто о какой-то многофункциональности, он говорит о мудрости этих отношений, что люди не исполняют постоянно одну и ту же роль, да. Там вот бывают такие девочки, которые живут за счет мужчин, и она тогда не исполняет роль уже ни подруги, ни медсестры, ни врача, там, ни матери, ни сестры. Вот. А она выполняет роль только сексуального партнера, правильно? От нее невозможно дождаться какой-то дружеской поддержки. Ей нужны деньги. И кроме денег ничего не надо. Она может, конечно, выслушать, да, исполнить роль психолога, но внутри у нее ничего не щелкнет. Поэтому, да, это отношения у вас, которые, они, конечно, не корыстные совершенно, ни с той стороны, ни с другой. То есть, если вдруг вы сомневались, пользуется ли вами партнер, но видите, что он выполняет много разных функций, конечно, никакой там речи не может быть о том, чтобы он был корыстным в этих отношениях. Конечно, отношения требуют иногда стратегии. Ну, то есть, раз, и ты регенерируешься, восстанавливаешься от чего-то. Раз, и ты маскируешься. Вот. Получается, вы призвали энергию осьминога, чтобы поддержать эти отношения сейчас. И создаете и производите изобилие в этих отношениях. По сути, здесь уже идет даже сообщение о том, что у вас есть сила проявить то, что вы желаете в этих отношениях, использовать возможности, когда они появляются у вас. И получается, что вы уже предприняли какие-то целенаправленные действия для того, чтобы эти отношения выигрывали, да, чтобы они были. Причем ваш партнер, скорее всего, сделал то же самое, или партнерша. Тут каждый мечтает, по сути, развивать отношения и вообще мечтает о чем-то в жизни. И отношения просто этому берут и соответствуют, да, вот что есть общие цели, общие мечты у людей. Хорошо, давайте посмотрим, что человек вам чувствует, в принципе-то, сейчас, на сегодняшний день. То есть, какое у него к вам отношение, да, какие чувства к вам. 7 кубков. Этот человек постоянно мечтает о вас, думает о вас. То есть, получается, знаете как, что у него есть прям фантазии по поводу отношений. Он как будто бы смотрит в звездное небо и видит различные образы, связанные с вашим будущим. То есть вот это мечтательный оказался человек, да, еще и он ищет, может быть, какие-то варианты для развития еще более лучшего отношений, там, да. Он вами буквально воодушевлен, очарован. И в чем-то иногда ему не хватает действий, даже с его стороны. То есть он понимает, что действий могло бы быть больше. И он много времени проводит, возможно, по ночам, когда о вас думает. То есть даже если вы вместе находитесь, этот человек о чем-то размышляет, что-то его озадачивает сейчас в этих отношениях, и он постоянно, ну,
ищет решение, может быть, правильное, как ему, что ли, поступить. Более того, эта карта, она показывает, что ну, человек испытывает к вам эйфоричные, как это, чувство, наполненное эйфорией, да? То есть придает вам, может быть, даже лучшие качества, чем у вас есть на самом деле, восхищен вами. У него есть к вам любовь, любовные чувства, но эти любовные чувства как будто бы преувеличены этим человеком, они завышены им самим, то есть он им придает большее значение. Он, вы знаете, как испытывает, может быть, к вам сильную привязанность душевную, такую вот, что боится вашу руку отпустить, может быть, вот так. Если вы сейчас не вместе, по пажу Пентаклей отношения очень даже могли бы быть такими, как я описала, но человек как бы мечтает о том, чтобы вы были вместе по семерке кубков и все время о вас думает, то есть бесконечно, особенно на ночь, вот ночью, да, вот не может даже уснуть, допустим, или вы ему снитесь даже бывает. Что он думает? Что он думает? Правосудие. Тут летучая мышь у нас. Есть летучая мышь, это ночное животное, а есть солнце, да? Вот смотрите, заметьте это. То есть для всего есть свое время. Вот как будто бы. Однако по правосудию, конечно, человек понимает, что ему бы хотелось с вами быть по очень серьезному. То есть если вы еще не женаты, этот человек думает о свадьбе, конечно, и о том, что по совести и по чести вы должны быть женаты, да? Если же вы женаты, этот человек понимает, что вы должны быть честны друг с другом и ни в коем случае не нарушать этот момент честности. Это кармическая карта на самом деле, то есть человек понимает, что вы как будто бы созданы друг друга чему-то именно, ну, научить. То есть не все так просто, научить чему-то вы созданы друг для друга. И ну, это такой человек очень, в принципе, это умный, размышляющий, и поэтому ему нужно принять важное решение. Может быть, это решение беспокоит его, и поэтому он по ночам часто размышляет, да, как мы это уже увидели. И он размышляет о карме, может быть, даже у вас есть препятствия для отношений или были, и он все время это обдумывает, что вот так сложилась судьба нехорошо. Иногда ему кажется, что справедливость не на вашей стороне, да, не на стороне вас обоих. И тогда ему становится тяжело из-за этого, то есть что нужно что-то преодолевать, например. Он понимает, что любые его действия в вашу сторону будут иметь большие последствия. Даже если сразу не будет результата, но последствия будут однозначно. Он пытается взвесить все факторы, прежде чем принять вот это вот окончательное какое-то решение. И пока у него мутное представление по семерке кубков, все-таки что будет? Понимаете? Что-то его беспокоит касательно, может быть, неких препятствий, которые есть для ваших отношений или каких-то жизненных препятствий. Ну, выдержите, мол, вы или не выдержите рядом с ним эти препятствия. Ему нужно найти внутренний баланс. Он хочет успокоиться, он хочет настроиться на эти отношения так, чтобы они всегда были только серьезными, только продуктивными, только светлыми. Потому что он боится даже, что вы его будете привлекать к ответственности, если он что-то сделает не так. Он буквально может бояться вашей строгости некой или вашего осуждения, если признается вам в каких-то своих там прошлых поступках, например, там, знаете, бывают нехорошие факты в биографии у человека. Он иногда даже избегает быть с собой-то правдивым по этому поводу, то есть может быть, ему нужно вам что-то рассказать. Вот мы сегодня как раз будем смотреть сообщение сейчас, да, что он будет рассказывать, потому что ему в чем-то как будто бы нужно признаться перед вами. Ему страшно из-за этого, понимаете? Выходит так, что есть ресурс этих отношений, есть радость этих отношений,
есть чувства, да, есть многофункциональность, которую мы обсудили. Но есть вот эта карта, она показывает, что человек серьезно настроен и все. Но нужна честность. Вот нужна честность. И это тяжелая карта. Ну, вот карма-то меня и настигла, да. То есть вот прям так начинается у него мысль вот эта, что ага, карма-то меня и настигла. Все равно должен быть честен и в чем-то признаться. Там пусть даже из прошлого. Что-то рассказать о себе. Так, хорошо. Вы его, надеюсь, представляете по-прежнему, этого человека перед собой. Давайте посмотрим, а что же? Это самый такой страшный момент. А что же за сообщение карты Таро передадут от него сейчас? На самом-то деле, да? Шестерка мечей. Шестерка мечей. Ну, что я вам тут хочу сказать? Шестерка мечей. Тут у нас есть в этой карте всегда момент какого-то, ну, как поездки, может быть, командировки, расстояния, отплываем, да, черепаха. Черепаха это мудрое существо, да, она мудрая. Но мы понимаем, что она может куда-то отплывать. И, соответственно, человек может рассказывать, хотеть вам рассказать и поведать, и открыть правду своего прошлого, но в другой стране, например, в другом городе, где это далеко находится от вас, совершенно далеко. И, с другой стороны, может быть, его, наоборот, куда-то пытаются послать, или ему нужно съездить, ну, на родину, например, съездить, да. И он боится об этом даже сказать и заявить. Давайте представим первый вариант. Факты из биографии его, которые он хотел бы поведать, ну, из прошлого, где он там жил в другой стране или в другом городе, да. Что это может быть вот по шестерке мечей? Получается, он был очень подавлен, скорее всего, там, где он жил раньше. То есть так получается по этим картам и по шестерке мечей, что место, где он раньше жил, для него, ну как, кармически очень негативное вышло. И, понимаете, скорее всего, ему было очень там тяжело на душе, одиноко, плохо. Такое чувство, что ему как солнца не хватало, или просто солнца в душе не хватало, может быть, какого-то душевного тепла вот от родных или от близкого человека, от людей вообще. К нему относились все очень, ну, как бы холодно, неприятно, гадко, вот так. И получается, что человек постоянно жил в тревоге в какой-то. У него могут быть психологические травмы из-за этого, что никто его не принимал, и никто к нему не обращался по-хорошему, а только вскользь, или только постольку-поскольку, или когда было что-нибудь от него просто нужно. И он мог заводить, например, ну, отношения тоже постольку-поскольку. То есть там остался какой-то хвостик, скорее всего, но от отношений, где он совершенно не любил и не знал, что такое любовь, а завел отношения, потому что и понятия не имел, как оно на самом деле вот быть в таких отношениях, как ваша карта. Понимаете? То есть он даже и не подозревал о существовании самих этих отношений. И, скорее всего, могут быть там, ну, не знаю, например, там дети от прошлых отношений, там, да, могут быть даже долги от прошлых отношений. Может быть, он как-то гадко сбежал. Потому что шестерка мечей, она часто такое показывает, что человек взял и смылся, понимаете? Смылся от ответственности, смылся от долгов, смылся от человека. Сбежал от человека, который его на самом деле сейчас может даже искать, понимаете? Потом, значит, если дело касается отъезда, вдруг, если ему нужно сказать вам об отъезде, то он, скорее всего, думает, ехать вам вместе или нет. То есть его могли позвать по работе куда-то, его могли позвать там куда-то по учебе, там, да, если он молодой совсем. Или решать вопросы с родственниками в другом месте, в другом городе, в другой стране.
И нужно сообщить об этом, и что есть такая перспектива, что нужно ехать. Но ехать ли с вами? И, конечно, это дилемма, потому что у вас может быть семья, работа, там, что угодно. Что-то держит вас в одном месте, а он должен появиться в другом. Если это речь идет о таком, как говорится, что вас не взять, да, что или вы не едете, тогда придется разлучиться. Разлука, конечно, скажется на вас обоих. А если это вместе ехать, то вы можете быть там недовольны или примут ли вас там. То есть, вот, понимаете, вот его что-то вот это очень беспокоит. Поэтому будьте готовы. Вот по первой позиции будьте готовы к такому какому-то повороту событий. Или к такой, как открытие информации по поводу прошлого. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. Интересно. А мы идем дальше. Позиции номер 2. Ой. Вам сообщение от любимого человека. Красное сердечко. Прям сердечко любви. Чувств. Так, давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас вообще, в принципе, находятся ваши отношения. Ну, тут у нас шут. Здесь, значит, лед треснул. Он очень хрупкий, понимаете? И уже как бы начинается весна. Он тонкий. Зайчик убегал от волка. Ему хотелось скрыться, ему хотелось, чтобы его никто не поймал и не съел. Естественно, это инстинкт выживания. И у него был выбор: побежать на хрупкий лед или остаться, его съедят. Он побежал на хрупкий лед. Однако неожиданно так случилось совершенно, что волк тоже решил, мол, мне голодно, я хочу есть. И раз уж такая пошла пьянка, режь последний огурец, я тоже побегу на лед. И вот они на этом хрупком льду друг напротив друга стоят. И мы не знаем, то ли лед сейчас треснет и провалится, и они оба там будут в этой мерзлой воде, то ли все-таки волк зайчика схватит, то ли что. Но неясная совершенно пока ситуация, чем это обернется. Но здесь был риск. То есть эти отношения, по сути, основаны были на риске. На том, чтобы, ну, допустим, даже войти в эти отношения нужно было рискнуть, да, например. Ну вот рискнули, а дальше что? Никто не знает. Никто не знает. Обнаружится что-то, не обнаружится, схватят кого-нибудь, не схватят. Выяснится ли что-то против этих отношений или нет. И вообще, как дальше пойдут дела? Что-то получилось как будто бы как новая ситуация такая. Очень-очень щепетильная и шаткая. Хрупкая, тонкая, как этот лед. Но опять же есть и два персонажа друг напротив друга. Один должен вроде как схватить другого. И у них оба есть интересы, да? Эти интересы называются выживание. Каждый из них рискует, и никто не знает, что будет дальше. То есть пан или пропал, понимаете? То есть у вас такая вот сейчас накаленная обстановка в отношениях-то. Очень накаленная. И никто не поймет, а что же будет происходить теперь, да? И мое мнение здесь, что нужно сейчас смотреть, а вот чувства какие у человека к вам, потому что в данный момент это вот что-то такое очень... И интерес есть. Естественно, они друг на друга уже больно с большим интересом смотрят, да? Ну и мы не знаем, что резко произойдет здесь вообще. Могут быть абсолютно любые кульпиты, любые невероятные повороты событий. Так, ну ладно, что человек к вам чувствует на сегодняшний день? Король мечей. Король мечей. Угу. Ну, этот человек как бы строго к вам относится-то. Строго. И старается применить всю свою мудрость по отношению к вам. Мы же понимаем, что вы играете в кошки-мышки. Причем с кем-то довольно опасным. Давайте будем честны здесь.
и вы загадали кого-то, кого вы представили здесь перед собой, да? Вроде как любимого человека вы сказали, но этот человек опасный тип и довольно жесткий тип, понимаете? Соответственно, когда мы здесь этого короля мечей наблюдаем в чувствах, мы понимаем, что ему хочется быть к вам справедливым человеком. Но сейчас этот человек строгий применяет к вам некую, я бы сказала, холодность, да? Применяет к вам даже, как сказать, закон осуждения, праведного осуждения. Мол, буду по всей строгости судить, то есть вот прям по справедливости судить. Значит, этот человек может на вас что? Злиться. Допустим, обижаться, да? Это лидер по натуре. Вы могли его чем-то задеть. Он мог за вами даже погнаться, как этот волк, правильно же? Мог погнаться. То есть логически вы его выводите, доводите периодически. Или чем-то вы его сейчас зацепили. Ну, конечно, он сейчас пытается вас анализировать каким-то образом. Правильно? И у него очень острый ум. Он дает, по сути, вам сейчас возможность высказать свою точку зрения, вот как оно на самом деле должно быть и как оно есть. То есть он хоть хотел бы вас выслушать, понимаете? Он хотел бы вас все равно понять. Хоть он и строго сейчас к вам относится, но он хотел бы вас понять. И слава Богу, что хотел бы хотя бы выслушать, понимаете? И понять вашу сторону. Хоть он и злится, допустим. Значит, у него есть к вам чувства. Он пытается включить сознательность свою. Он очень увлечен тем, чтобы поддерживать равенство в отношениях. И равенство в жизни. Пытается свое личное мнение держать как бы при себе до того, как он примет решение по поводу вас. Вроде как сейчас и произошло что-то, может быть, импульсивное и неожиданное. Но этот человек пытается взять себя в руки. Вот. Значит, ему факты нужно изучить. Значит, он вас в чем-то подозревает. Он пытается анализировать именно потому, что у него есть к вам некоторое, получается, недоверие. Он пытается быть беспристрастным, но ему это очень сложно дается, честно вам скажу. Прям очень сложно. Это значит, что вы его прям вот сильно зацепили чем-то, сильно. Поэтому у нас тут вышли на лед заяц и волк. Вы сейчас заяц и волк, понимаете? И оба на тонком льду. Хорошо. А давайте посмотрим, что он думает. Его мысли. Его мысли — это умеренность. Ожидаемо для короля мечей, очень ожидаемо. Он попытается всеми силами не высказывать того, что он подозревает. Чтобы никого, во-первых, не обидеть, а во-вторых, чтобы вы не успели ввести его в заблуждение. Видите, какой он? Он хитрый. Он вас в чем-то подозревает, но не скажет этого. Понимаете? Будьте осторожны с таким типом. Потому что, скорее всего, он может даже ревновать. Но вам это ни за что не расскажет и не покажет. Пока не выяснит все детали. Понимаете? Это плохо. Это плохо. Это значит, вы из зоны доверия это уже выскользнули, вышли. И пока вы туда сейчас зайдете обратно, знаете, сколько времени может пройти? То есть мы понимаем, что этот человек-то ядреный. И этот человек-то сейчас в волне вот этой вот агонии ревности находится. Или в агонии какого-то подозрения к вам. Вы прям по лезвию ножа ходите. Я вам вообще не завидую, честно, что король мечей, да вдруг еще приревновал, да вдруг еще вас подозревает, да по умеренности еще и буду молчать. Не скажу до поры до времени ничего, пока все не выясню, да? Он попытается создать, может быть, какое-то пространство, чтобы энергии могли собраться вместе и объединиться. Он пытается понять все с обеих сторон, а может быть, с 3 даже сторон. Он пытается, представляете, сейчас в мыслях встать на ваше место и понять вас, что вы хотите, что нужно.
для чего все это происходит, как создалась эта ситуация, что вы думаете, он пытается понять. Возможно, он полностью следит за вами, в том числе в социальных сетях. И он контролирует свои эмоции, он об этом думает, что мне мои эмоции, мои действия нужно контролировать. Иначе я наломаю дров, иначе я все испорчу. Если он подходит со старшими арканами, да, к вашему вопросу отношений, значит, отношения для него очень важны. Но надо разобраться. Видите, какой он? Надо разобраться. На него как будто что-то надвигается справа, слева. Все это требует внимания. То есть не только ваши отношения, еще работа, например. И ему при этом удается оставаться на коне, так скажем, да, невозмутимым человеком. Хотя очень много проблем на него наскочило. Ну, получается, что этот человек настолько умный, хладнокровный, сильный, что выполняет даже список своих дел, своей работы сейчас, а не только думает о том, как выкрутиться в отношениях или как вас понять. То есть ему еще параллельно приходится выполнять все свои функции. Соответственно, он думает о том, что вот ему нужно как бы к гармонии какой-то прийти, к своей хотя бы внутренней. Так, ну давайте теперь его сообщения для вас посмотрим. Я прям запереживала за ваши отношения. Какие-то они у вас прям ого-го какие на импульсе на таком сейчас. Сообщение. 9 мечей. Вот это то, что его душа вам хотела бы сказать. Видите? Тут у нас белая медведица и медвежоночек маленький. Вот понимаете, не бывает просто так вот такого начала расклада, а потом раз и сообщение там, да, такое вообще противоположное. Не бывает так. То есть карты, они всегда выдают что-то, как информацию сообщений, да, предварительно они уже подготавливают всегда к этому. И здесь совершенно точно, я вот уже знала, к чему мы идем. 9 мечей. Конечно, ему страшно. Конечно, ему очень плохо сейчас, на сегодняшний день, этому человеку, внутри себя. То есть он это все прикрывает маской безразличия и маской, ну, так скажем, равнодушия даже, да? Или как? Уравновешенности, хладнокровия, жесткости. На самом деле ему больно, скорее всего, и плохо от того, что в чем-то он вам не доверяет. Вот в чем-то, а в чем? Вы вызвали это недоверие, получается. Вы что-то ему намекнули, или как он что-то мог увидеть, услышать. То есть ему внутри-то больно. Получается, ну, вот это сообщение его, оно уже витает в воздухе между вами. Уже пошли вот эти вот нотки, аккорды, аккорды боли. И, ну, да, он ждет удара от вас, скорее всего. То есть, если бы ему было сейчас возможно сказать, что у него на душе наболело, накипело вам, он бы сказал, что он ждет от вас боли, удара, еще больнее, чем был до этого, получается. Что-то его очень не просто обидело, в нем разжигается страх. Страх, тревога. Такое чувство, что он посреди ночи может думать о том, что отношениям уже пришел конец. Да? Переживать из этого, не спать. Или боится, допустим, за вас, что с вами что-нибудь случится. Вот у него как такие вот депрессивные очень внутри переживания. Он их не показывает вообще. И ну, он беспокоится о вас на самом деле, потому что он вас любит. Он не знает, все ли он сделал правильно. И хотел бы вас, допустим, если бы ну, вот его душа говорила с вами, она бы спросила, я все сделал правильно? Могло ли быть лучше, если бы было принято другое решение мной? То есть до такой степени. Ну, здесь у нас, конечно, медведица с медвежонком. А представьте, что это медведица, это он, а вы медвежонок. То есть он не знает, насколько он правильно в жизни поступал и развалил ли уже отношения или нет, или уже все само развалилось, или вы хотите все сломать. Получается,
Может схватить вас, да, куда-то увезти, например, отсюда. Или, ну вот у него как нарастает и чувство вины, и беспокойство. А вдруг что-то с вами произойдет, да, такое нехорошее? Мол, могу ли я это предотвратить? То есть вот даже так. Какие-то плохие совсем мысли. Плохие такие ощущения у него. Может быть, эта тревога вызвана его психическим, психологическим состоянием, психологическими травмами. Может, эту тревогу вы действительно действиями своими создали, постоянными речами своими. Может быть, он что-то увидел. То есть вам нужно это просто вот задуматься. Потому что ему кажется, что все будет только хуже. То есть вот эта боль, она, мол, нарастать будет, и вы его еще, ну как, принесете ему в жизни еще больше боли. Вот так. Ну, такая позиция номер 2. Идем дальше к позиции номер 3. Так, смотрим. Сегодня прям у нас страсти кипят. В этих сообщениях сегодня просто бурлит. Разные такие эмоции, чувства, да. Оранжевое сердечко, 3-я позиция. Смотрим. Ну, а тут какое сообщение от любимого будет? И первая карта – это тип ваших отношений, то есть в каком аркане, в какой карте находятся ваши отношения. Вау, королева жезлов тут такая, смотрите, львица и ворон, да, с жезлом у нее есть. Такая прям королева. Такая кошечка. Красивая кошечка. Вообще, если смотреть на саму по себе львицу, вы же знаете, как львы живут в прайде, да? Может, замечали? Про это постоянно снимают различные документальные фильмы. Если вы хоть один смотрели, вы знаете, как живут львы. То есть они живут по типу, есть, значит, король лев, он глава стаи, да. Могут быть в этой стае, в этом прайде второстепенные львы, но есть один только король. И дальше у нас есть львицы. Что делают львицы? Они короля всячески обихаживают, они охотятся, они выполняют всю работу, да? Они являются силой стаи. И их чаще всего у льва, что много, да, как вы замечали, наверное, несколько хотя бы, и котятки. И львица, она горда своим прайдом. Она горда своим племенем, да. Поэтому женщина в вашей паре может выполнять спокойно любые мужские функции без проблем. И никому это не стыдно, как будто бы. Здесь женщина может занимать прям главенствующее положение, быть сексуальной, очень активной, яркой и постоянно стремиться показать себя в этом мире, на публике. Она создает что-то новое в жизни, что-то великолепное. Она полна вот этой творческой, созидательной энергии. Ну, а мужчина, он просто мудрый, более пассивный, я бы сказала. Здесь женщина в паре ведет, а уж явно не мужчина. Такое чувство, что у женщины в паре много донорской энергии. Она этой энергией плещет. Мужчина скорее потребляет энергию. Я думаю, что у женщины есть амбиции, конечно, амбиции. И она управляет мужчиной, я бы даже так это не побоялась сказать. Ну или пытается уж быть наравне с ним, но никак не ниже. Ниже тут нельзя. Однако сама по себе королева жезлов, львица, она видит в людях потенциал, в каждом потенциал, в том числе в своем партнере. Соответственно, она его очень уважает, несмотря на то, что она перегибает палку в плане управления, она его все равно уважает. И она ни за что не хотела бы никогда его там, ну, бросать, например. Вот. То есть она им дорожит как человеком. Он это отлично понимает и как будто бы поддерживает ее и дает ей огня как можно больше. То есть они вместе этот огонь рождают. Я считаю, что это неплохая пара, но с доминированием женщины в ней. Вот если у вас такая пара, можете смотреть дальше сообщения от вашего любимого человека.
Первая карта — его чувства к вам. Давайте посмотрим. Сейчас узнаем, что он чувствует. Ну, здесь у нас вот такие скорпиончики, влюбленные. Может быть, даже ваш человек связан со знаками воды. Ну, вот. Карта показывает, что человек вас любит. То есть мы здесь видим все-таки объединение, да. Я точно знаю по этой карте, что у человека есть к вам именно чувства, и человек вас беззаветно любит, совершенно беззаветно. Неважно, мужчина вы или женщина, важно то, что кого бы вы здесь ни загадали, он любит вас. И этот человек, конечно, всеми фибрами души настроен на вас. Он знает, что лучше вас на этом свете нет, никого не найти. Вот прям так. Вы созданы, мол, друг для друга. И ничего менять, я думаю, что человек не хочет в этих отношениях сейчас, на данный момент. Запомните это, что вы ему подходите, он считает идеально. И подходит ли он вам, вот в чем вопрос, как это вы думаете со своей стороны, но он явно настроен на отношения. И он явно хотел бы быть с вами и ничего не менять. Если вы сейчас не вместе, допустим, да, то, конечно, карта может, ну, показывать, что он хотел бы быть вместе. И по-другому быть не может, что этот человек, ну, видит ваш союз перспективным, идеальным. И никогда бы в жизни не смог отказаться от вас, если вы согласны, да. То есть тут, конечно, без вашего согласия никак. Конечно, этот вот Скорпион, как знак тут идет, ну, мало ли, о знаке зодиака, да, Скорпион. А знак зодиака Скорпион может очень сильно любить и быть очень привязанным. То есть может тут как бы не обязательно, что ваш партнер этого знака зодиака, но он может любить прям вечно, как бы есть такое поверье, что он может ну, любить вечно. Однако, с другой стороны, самка Скорпиона может все-таки взять и прибить своего спутника. И для скорпионов любовь — это бывает боль, да. То есть человек иногда не обращает внимания на то, что любовь приносит боль, просто потому что у него есть поверье, что иначе быть не может. Это любовь, это боль, это страсть, и все это как бы вместе, да, кипит у человека в душе. Он считает, может быть, даже отношения-то опасные, но по-другому он не может. То есть, вот я говорю, у него к вам такая как бы сильная страсть, привязанность, что он отказаться от вас не смог бы ни за что внутри себя, то есть разлюбить, например. Хорошо, смотрим теперь его мысли. Его мысли. Ну, мысли восьмерка мечей. Здесь у человека как будто бы есть момент, что он сидит в яме. Сидит в яме и смотрит на Луну. Ему нужен мудрый совет сейчас, потому что он как будто бы не совсем знает, как ему поступать, что ему делать. У него есть момент отчаяния, действительно боли. Есть момент боли. То есть он вас любит, но действительно сквозь боль. Вот поэтому, скорее всего, карта именно влюбленная выпала. Что человек знает, что внутри его поселилась боль из-за чего-то в отношениях, но превозмогая ее, он сидит в этой яме, да, и не знает, как ему дальше быть. Отказаться не могу, как бы, да, как вести себя не знаю. И, скорее всего, он прибегнет к советам людей, других, то есть с кем-то поговорит об этом. У него мысль с кем-то это обсудить, понимаете? У него есть комплексы по поводу себя. Он не знает, насколько он вам соответствует для вас. Он знает, что он сам восхищен вами, что он зависим от вас. Но он не знает, насколько вы восхищены им в ответ. Это доставляет ему беспокойство. Хорошо, давайте посмотрим теперь, какое сообщение он бы вам мог передать, его душа, да,
Что карты Таро передадут от него? Шестерка пентаклей. Здесь у нас бык сотрудничает с птичкой. И у них действительно такой союз природный, что бык дает этой птичке там клевать на себе клещей и разных насекомых. При этом птичка избавляет его от кровососов и от всяких там возбудителей болезней, инфекций. Так получается, эти насекомые могли бы вред нанести быку. Птичка садится на него, бык не против, и она выклевывает насекомых. Получается, это союз, это тандем, мол, каждый из нас совершенно мы разные. Он считает так, что он бы вам сказал, мы совершенно разные, абсолютно мы не можем, может быть, даже, как тебе покажется, и быть-то вместе, но это на самом деле не так. Хоть мы и противоположности, мы можем сосуществовать вместе. У нас могут быть серьезные отношения, ничего не бойся. Мы могли бы построить союз на основе того, как вот этот союз построен по шестерке пентаклей у быка и птички. И у нас могут быть там, не знаю, совершенные различия, да, которые, казалось бы, непреодолимы. Но поверь, все будет хорошо. Прям сериал вспомнился «Черная любовь» опять. Богачка и бедняк. Ну, я не говорю, что у вас так. Я говорю, что да, бывают различия между людьми такие, которые, как кажется, людям невозможно преодолеть, да. Как если бы, правда, Скорпион влюбился в львицу или наоборот, львица влюбилась в Скорпиона. То есть это даже знаки зодиака ужасно неподходящие друг другу. И как будто бы человек об этом знает, да, там, что вы там, не знаю, например, ну, кто у нас не подходит там? Стрелец и Овен, да? Там много есть. Весы и рыбы. То еще весы и дева. Невыносимо жить, и все тут, да? И там рак и водолей, например. Нереально. И получается, что люди знают об этом, что ну, они настолько несочетаемые животные. Но вот он и говорит, ну вот мы несочетаемые животные, но можно же найти выход из положения. Я и Камасутру сейчас в голове уже вспомнила. Как там все делились на кроликов, лошадей, быков. Господи, прости меня. В общем, этот товарищ предлагает вам, несмотря ни на что, быть вместе. Вот несмотря ни на что совсем. Даже если вы замужем, у вас 5 детей. Он говорит, ну ничего. Ничего. Или если вы там, не знаю, не той ориентации. Он говорит, ну ничего. Я переоденусь. Понимаете, вот до такой степени. Ну, вот такая третья позиция. А мы идем дальше. К позиции номер 4. Ну, смешно и грешно, простите уж меня. Так, голубое сердечко. Третья позиция, конечно, да. Фух, четвертая. Сначала смотрим тип ваших отношений. Что там? Что там? Это броненосец Потемкин. 4 кубков. Кто-то надел броню. Это понятно. Кто-то боится этих отношений из вас. И получается, эти отношения вряд ли сейчас развиваются в принципе-то вообще. Скорее всего, люди могут игнорировать друг друга, или один игнорирует другого, причем в наглую. Надел броню и сидит, и ничего ты с этим не сделаешь, да? Повис тут, вон, спать лег там или еще что-то. Ему предлагается возможность этих отношений, предлагается, но он не берет же эту возможность. Он сейчас висит, ему все наскучило, надоело. Он считает, что у него, не знаю, там психологическая травма. И как бы идет замкнутость. Это можете быть вы вполне, то есть отгородились от партнера. Это может быть ваш партнер, да, такой вот броненосец, или как там его называют. И все, ничего не сделаешь. Кажется тогда, что какая-то невыносимая, подвешенная ситуация, которую не так-то просто решить, невозможно найти из нее выход совершенно. Ну, что я тут могу сказать? Что у всего есть выход, на самом деле.
Просто сейчас, сегодня, вот этот непонятная ящерка, или как там его, затворник, да, затворник. Когда-то придется выйти, понимаете, выйти для чего? Ну, например, еду поискать. Когда-то нужны будут эмоции, когда-то нужны будут чувства, там, любовь, там, да, отношения. Просто сейчас мы, видите ли, закрылись. Почему так человека закрывается? Ну, от боли, наверное, от своей закрывается. Боится боли, боится осечься, боится отношений. Поэтому закрывается. Все же мы чего-то боимся, да, там, боится сказать там что-то напрямую, то, что вам не понравится. Откровенных разговоров может бояться. Ваших реакций, может, наподдаете ему после этого. Ну вот мы-то и смотрим вам с вами сообщения, да, через карты Таро. Чего он не может сказать? Мы сейчас это все равно узнаем постепенно. Давайте его чувства посмотрим. Так, чувство у него медведь. Опять, смотрите, в берлогу забрался. Все карты закрытые абсолютно. Девятка пентаклей. Человек забрался в берлогу. Ему там хорошо, светло, приятно и тепло, да? Ему все хорошо там в берлоге. Это чувство полной изоляции, спячки, безопасности. Смотря на этого медведя, я вам так хочу сказать, что он свои чувства усыпил на сегодняшний день. Но плохо этот человек к вам не относится. Да, не относится плохо, да, нет ненависти. Он боится собственной боли, он закрылся от себя. Закрыл внутренние свои все страхи, переживания в какую-то коробушечку в черную. И она у него там сидит, эта коробушечка внутри. Этот человек боится высказываться, потому что не хочет агрессии в свою сторону. Он знает, что вы очень упрямы. И что бы он вам ни сказал, это обернется ему боком. Понимаете? Причем он сам, как медведь, может на вас наступить и еще и раздавить. Если вдруг его неуклюжесть зашкалит. Это он тоже знает, что у него сила есть немеренная, которая тоже спит сейчас. Потому что если он ее разбудит, вернее, вы разбудите, да, там, допустим, возьмете, начнете вдолбиться в дверь, стучаться, орать, пытаться его вывести на разговор, да. Этот человек понимает, что он может этой силой вас даже напугать и даже поломать. Медведь, если его расшевелить, он ого какой, он быстрый, он может, знаете, как бегать. Это очень опасный зверь, тем более, что он даже с живого может шкуру содрать. Настолько это, такая зараза, тварина такая, понимаете? И сначала кажется, что это такая плюшевая большая зверюшка, у которой большие красивые лапки, которая неповоротливая, совершенно не умеет бегать. Разозлите медведя, вы увидите, как он умеет бегать. Вы увидите, как ему не лень. Еще прикопнет потом, даже если вы живы, и будете там... не знаю, это очень опасно, очень опасно. И тот человек, которого вы здесь загадали, он выглядит совершенно не опасным. Обычным человеком. Может быть, даже и не особо романтичным, конечно, и не отесанным, но не опасным. Опасность вся у него внутри. Злить нельзя, ни в коем случае. И он может испытывать чувства, они у него есть, но пока он их не покажет. Он именно пошел вот в ограждение, в полный забор такой. За щит спрятался и сидит, все. Хорошо, давайте его мысли посмотрим. А о чем он думает вот в своей засаде? В окопе. В окопе о чем он думает? Пятерка мечей. Ну, товарищи, я вам так скажу, что тут неутешительно, конечно. Честно, неутешительно. Человек буквально считает, что вы ему повредили уже. Или повредите обязательно. Почему я говорила изначально, что он боится боли? Потому что он знает, что вы ему можете навредить или навредили. Потому что он знает, что потом назад дороги не будет уже никогда. А может, ее и уже нет.
что-то произошло. Вот, понимаете, я расклады любовные рассказываю, когда, да, и бывают такие позиции, где, ну, невозможно сказать что-то пока слишком утешающее, потому что произошла нехорошая ситуация. Вот у меня бывает такое на индивидуальных консультациях, когда человек обращается и говорит: здравствуйте, мне нужно погадать на мужчину. Все же разные ситуации. Я говорю, ну, если хотите, можете рассказать предысторию, если хотите, можете не рассказывать. Допустим, человек не рассказывает, мы начинаем раскладывать. Мой муж смотрит и сразу говорит: этот человек закрыт полностью, что-то случилось. Настолько вот плохое, что он смотрит по ясновидению всегда на консультациях. Он говорит, что-то такое плохое случилось, что этот человек перечеркнул все. Он закрыт, он обиделся настолько, что он считает, назад дороги нет. Я говорю, что это может быть? Он говорит, пока не знаю, но я вижу, что перспектив пока вот на ближайшее время в отношениях точно нет. Начинаем разбираться, я делаю расклад, и я вижу, что все острые карты довольно-таки, вот как у вас, закрытые, острые, тяжелые. И выясняется в конце, когда уже человек рассказывать начинает о себе. Я ему недавно изменила, но я этого не хотела. Я говорю, в смысле ты ему не изменила, но этого не хотела? Он об этом узнал? Он говорит, да, он об этом узнал, но я этого не хотела. Как вы думаете, он вернется? В 99% случаев, когда женщина изменяет мужчине и спрашивает, вернется ли он, конечно же, ответ нет. То есть уже совершена эта ошибка. Вот меня что-то повело на вечеринке там, или привлекло к его другу, или вернулся бывший, или пытался меня бывший соблазнить, там, или бывший муж. Ой, случайно с бывшим мужем переспала. Понимаете? Мне кажется, у вас, я не говорю, что прям такая ситуация, что вы ему изменили. Может, у него такая в жизни была ситуация. Он уверен сейчас, что вы сделаете точно так же. Потому что у него карты явно закрытые. Возможно, это недоверие. Давайте посмотрим его сообщение вам. Тройка кубков. Здесь карта, она показывает вечеринку енотов. Вы знаете, это карта настоящего праздника. Вот когда еноты забрались в чей-то дом и нашли целую кучу разных продуктов, они их начали все вскрывать и валялись, ели там, обжирались, все разбросали, весь дом кувырком, но они безумно счастливы именно сейчас, сегодня, когда они нашли эту еду и когда они кайфуют, балдеют, кушают, пока не кончится, да, обжираются, опиваются, вот, хватает жизни все, что можешь прямо сейчас, пока оно есть. Несет смысл именно эта карта, то есть карта изобилия, карта радости, карта праздника, очень хороших времяпрепровождений вместе, но когда еда кончится, еноты все будут, ну, уйдут оттуда из дома. Если приедут хозяева, они их так нахлобучат, потому что еноты забрались кому-то в дом, да, и они не думают о последствиях совершенно. И вот такое чувство, что вы с этим человеком проводили очень хорошее время вместе, но не думали о последствиях. Не думал ни он, не думали ни вы. А теперь нужно думать. Человек говорит так, что было время, когда мы были очень счастливы. Вот он это прям через эту карту заявляет вам, что его душа говорит, было время, мы были очень счастливы, как будто бы был момент, поток изобилия этой энергии, притяжения друг к другу. И, не знаю, вечеринки, свидания, праздники. Но это закончилось, потому что пришло время платить по счетам. Просто платить за эту, как проявить ответственность, да, заплатить за это. Вот он считает, что что-то такое произошло, что ему теперь приходится за свое счастье платить, расплачиваться. Вот понимаете как? Он был с вами счастлив, да, какое-то время, но ему как будто жестокую цену пришлось заплатить. Как если бы сейчас этих енотов пришли хозяева и всех веником раскидали. Потому что рядом 5 мечей. Именно их пора шваброй. И, конечно, придется потом весь дом убирать, продукты закупать, снова восстанавливать, тратить деньги.
За енотов трудно даже, может быть, и страховку получить, если не было определенной страховки, да. Плюс еще выясняться будет очень долго, закрыли дверь или не закрыли. Ну, по легенде, они забрались через собачий вход, который забыли запечатать, да, и уехали. Вот в этом собачьем входе было их счастье. Поэтому, да, ешь, пей, как говорится, веселись и радуйся. Но вот ваш человек считает, что потом за это дорогая цена. Вот такое сообщение для вас. И я пока, знаете как, я могу тут только утешительное сказать, что он был с вами счастлив. Но сейчас пока закрыт от отношений. Вот честно, просто закрыт. Может быть, дальше в раскладах вы будете на него гадать и увидите что-то более утешительное. Но здесь очень сложно найти именно в этих картах большое утешение. Пока молчит. Молчит и все. Ну, такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.